Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, почему не получается восстановить ходьбу после перенесенного инсульта или паралича. Основная причина кроется в том, что человек опережает события и дает своим мышцам нагрузку, к которой они не готовы. И я призываю тех, кто интересуется темой, внимательно пересмотреть плейлисты на нашем канале в YouTube, где мы последовательно развиваем способность ходить, начиная это делать в положении лежа, сидя и на четвереньках. И практически никогда мы не начинаем с упражнений в положении стоя. И для этого есть свои очень серьезные причины. Для того, чтобы человек мог ходить, для начала он должен удерживать вертикальную позу. Мы видим с вами на этой схематической фигуре, что у нас подвижная поясница сочленяется вверху с грудной клеткой, прочным реберным каркасом, а внизу с тазом и поясом нижних конечностей. Так вот, эта зона живота и поясницы и является слабым местом для восстановления вертикальной позы и ходьбы. И для любого движения нам необходимы мышцы, которые удерживают позу, и мышцы, которые меняют позу. Да? То есть для того, чтобы человек мог шагать, изначально он должен иметь возможность прочно опереться, причем опереться на правую сторону, если собирается шагнуть левой ногой, и на левую сторону, если собирается шагнуть правой. И мышцы корсета и спины несут преимущественно статическую нагрузку, выполняют статическую работу сохранения положения, а мышцы ног выполняют динамическую работу. Что из этого следует? Из этого следует, что без восстановления корсета невозможно реализовать шаг. Без восстановления именно статической силы корсета, то есть без статических упражнений на этот отдел тела, ходьба практически нереализуема. Доказательства, их довольно много. Если вы видели человека после полостной операции, когда пациент был прооперирован даже по поводу неосложненного аппендицита, то у этого человека единственная помеха для ходьбы это разрез, который дает боль и рефлекторно не дает напрягаться мышцам живота. И эти люди в течение первых суток после операции крайне редко способны ходить. А если и начинают ходить на вторые-третьи сутки, то делают это чрезвычайно медленно, чрезвычайно осторожно. Вот она роль стабилизаторов, мышц-стабилизаторов в локомоторном акте. Поэтому те, кто пытается нарушить эту последовательность, те, кто пытаются, опережая время, как можно раньше встать и пойти, по большей части обречены на неудачу. Именно по этой причине, начиная заниматься с пациентами с нижней параплегией, либо после инсульта, мы огромное значение придаем поворотам в положении лежа, работе на четвереньках, то есть всем тем упражнениям, в которых мы заставляем работать переходную зону между грудной клеткой и тазом, зону живота и поясницы. Я сейчас не говорю ничего фантастического, ничего того, что не было бы известно в мире. Тем не менее, ошибка, связанная с преждевременной вертикализацией, встречается довольно часто. Существует поверье, что надо как можно быстрее поставить человека на ноги, чтобы он не забыл, как надо ходить. На самом деле, научные данные не подтверждают то, что человек может забыть, как он ходил в течение нескольких дней после травмы. Вместе с тем, как я рассказывал в своих предыдущих лекциях, происходит обнуление двигательной памяти и происходит довольно быстро и малообратимо. Поэтому для того, чтобы вновь восстановить свою подвижность, надо, подобно маленькому ребенку, начинать с простых упражнений в положении лежа, сидя, на четвереньках, и тогда, когда человек освоит эти предыдущие этапы, он сможет вернуться к освоению ходьбы. И
мы с вами можем все упражнения, которые мы применяем для восстановления этого двигательного навыка, разбить на подготовительные, подсобные, на те, которые развивают мышцы, на те, которые развивают тот или иной навык, и, наконец, на саму ходьбу. Точно так же, как если штангист готовится поднять рекордный вес штанги, то занимается он не только тем, что поднимает штангу, выполняет конечное упражнение, а он выполняет массу упражнений, которые даже не похожи на то, которое ему придется выполнять на соревнованиях. Поэтому роль подсобных, вспомогательных, дополнительных упражнений очень велика. Вместе с тем, после травмы или тяжелой болезни, когда развился паралич, один из важнейших моментов заключается в том, что каждое подсобное упражнение должно быть продумано и должно быть направлено на какой-то конкретный результат. Если подсобное упражнение объявляют общеукрепляющим, это значит, оно просто тратит ваши силы и ваше время. И я с большим скепсисом отношусь к тому, когда парализованные пациенты колотят грушу, занимаются типа боксом, когда начинают делать жим гантели или штанги сидя, то есть выполняют массу самой невероятной работы, и когда спрашиваешь, в каком месте вам пригодится вот это упражнение, этот навык, начинают что-то рассказывать про общеразвивающий комплекс. Дорогие друзья, по моему глубокому убеждению, при наличии неврологических расстройств, при наличии паралича, общеразвивающие упражнения – это очень большая роскошь. Каждое ваше упражнение, даже разминочное, должно быть направлено на какой-то конкретный результат. Последовательность развития двигательных навыков, подбор упражнений, обо всем об этом много было говорено на страницах блога Boosty to Rehab. Подписывайтесь, заходите, читайте, даже с минимальной подпиской. Там доступно более 100 публикаций на тему восстановления после перенесенных травм и заболеваний центральной нервной системы. Всем удачи, пока!